Твоя личная жизнь дальше. Давай-ка посмотрим, что же тебе преподнесет злодейка судьба. А может быть, она тебя порадует? Как всегда, с вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностике негатива телефон под видео. Итак, мои хорошие, мне показано, что вы начали как будто новый жизненный этап. То есть здесь проиграется у всех по-разному. Либо же вы освободились от семьи, да, вот какой-то период назад. Либо же у кого-то может проиграться наоборот, что есть рядом с вами женщина, которую вы в будущем рассматриваете как свою будущую жену, скажем так. Разрушения, которые вы пережили, они заставили вас очень сильно пересмотреть и свое внутреннее такое самоощущение, свои мысли. Очень сильно поменялись ваши мысли, ваше вообще самоощущение, как я сказала. Ну и, конечно, вам преподнесен очень сильный урок. К сожалению, этот урок оставил очень сильный отпечаток, и, в общем-то, урок вынесен, если коротко, да, урок, который дался вам очень сильной такой ценой, кому-то здоровьем, возможно, но, тем не менее, вы решили взять себя в руки, да, вот после всех тех страданий, переживаний, которые были в вашей жизни. Причем здесь еще показано, что кто-то из вас, возможно, может быть, даже без дома, без квартиры, без жилья остался. Все знают, что сейчас происходит, да, какие кошмары происходят в разных странах. Может быть, даже кто-то пережил не так давно, либо сейчас проживает, такое не самое лучшее свое состояние. Возможно, из-за тех катаклизмов, из-за тех потерь, да, из-за тех страданий, которые выпали на вашу, не то что на вашу жизнь, а на ваш определенный жизненный этап, да. Кто-то сейчас находится в таких энергиях, возможно, даже приболели, вот именно от переживаний, возможно, обострение каких-то ваших старых болячек, да, но тем не менее вы пытаетесь выкарабкиваться, потому что то состояние, в котором вы вот были, либо сейчас находитесь, но оно вас совершенно не радует. Вы понимаете, что так нельзя, вы понимаете, что так можно как бы вообще коньки отдать, грубо говоря, да, если находиться вот в таком состоянии. Поскольку вы очень сильная личность, вы пытаетесь выкарабкиваться отовсюду, из всех проблем. Кто-то из вас опять же живет прошлым. Мне показано, что никак не можете отпустить. Вот не можете. Причем, смотрите, это просто кошмар кошмарный. Я не знаю, ребят, у меня нет слов. Женщина, которая вот была в вашей жизни, такая обманщица, она такая продуманная, такая фальшивая, любительница денег и всего материального, которая врала вам, которая предавала, и вы это знали, и тем не менее все равно среди вас есть те, которых тянет, я не знаю, как будто привороженный, да, вот тянет неведомая сила, готовы все прощать, готовы мириться, только чтобы она. Хотя душа пылает и горит. Давайте сделаем маленький опрос, ребят. Вот напишите, поскольку у нас и много новых подписчиков, давайте сделаем маленький опрос. Пишите все. Вы отпустили свою бывшую, либо все-таки, так, по-честному, вы поставили точку в своей истории, либо же вы все-таки хоть на 1%, но вы надеетесь, что все наладится, что вы помиритесь, вот вы ностальгируете, да, вы за ней скучаете. Вот напишите, что происходит с вами вот именно по поводу отношения к прошлому, к прошлой женщине. Так, еще что мне о вас поведают. Вот как будто вы обороняетесь от всего внешнего мира. Не хочется ни с кем общаться. Бывает, накрывает до такой степени одиночества, что реально не нужен вообще никто. И получается и самому хреновенько, да? А с другой стороны накрывает, но не хочется вообще ни с кем общаться. Но, тем не менее, планы есть, мечты есть.
надежда есть на светлое будущее, и уже, что хорошо, вы не собираетесь, ну, как я уже говорила, долго страдать, там, умирать из-за женщин. Вы это прекрасно понимаете. Просто, знаете, в вас живет до сих пор у многих боль, обида от каких-то обманутых надежд, от того, что вы любили человека, а просто вам плюнули в душу. И это, вы понимаете, что это я очень мягко сказала, да? Поэтому этот осадочек у многих из вас еще не прошел. И это у нас из расклада в расклад, в общем-то, переходит очень часто в сигнификации. В общем-то, у многих из вас есть некоторые достижения, да, достижения довольно неплохие. Кто-то по работе, кто-то по финансам, да, то есть, ну, довольно такие, каждый по-своему, но вы человек успешный. Я не имею в виду миллионеров, конечно же, нет. И вы человек, который, в общем-то, рады тому, что есть. Вы не гонитесь за какой-то звездой с неба, да, вы не хотите стоять на пьедестале, да. Вот вы в душе простой. Вы простой человек и хотите, чтобы и к вам также относились. Вот просто, чисто, искренне, да, без каких-то понтов, без каких-то заморочек, тем более без выгоды, тем более, что вы это все прошли. Поэтому как-то немножко грустновато, конечно. Ну, давайте-ка, мальчишки, смотреть, что же за личная жизнь вас ожидает, что же будет у вас впереди. Опять-таки, смотрите, вот я делаю акцент, потому что уже не первый раз, ребят, падает у нас в раскладах. Я сейчас не о всех говорю, я вот беру во внимание тех, кто, в общем-то, догадывается, что на вас есть какое-то магическое воздействие. Обратите внимание на то, что происходит в вашей жизни. Тупиковая ситуация может быть у вас. У некоторых я делаю акцент, потому что то, что есть магическое воздействие, то есть. Особенно это будет видно у тех, у кого, допустим, долго вы не можете устроить свою личную жизнь. Вы не можете познакомиться, либо же вы знакомитесь, женщины могут исчезать непонятно почему, да, хотя вроде бы все хорошо было. Кто-то, может быть, вообще очень долго в отшельниках жил. У кого-то это по самочувствию еще может давать. Ну, то есть это разные даже физиологические ощущения. Мы не будем все симптомы сейчас упоминать. То есть вы это знаете. Поэтому, ребят, вот те, кто чувствует, да, вот эти признаки на себе, длительный уже может быть период, но не можете вы никак сойтись с женщинами. Ну, я бы советовала все-таки обратиться на диагностику, и если кому понадобится, то, конечно же, сделать чистку. Поэтому добро пожаловать, телефон под видео. Также среди вас есть те, которые вроде бы и надеются, да, что вот хочется светлого будущего. Но ваши мысли, ох, ваши мысли, мои скакуны, да, вам хочется любить и быть любимым, но не верите. Вот мне показано, что многие из вас, ну, как минимум, не доверяют женщинам. Обжегшись один раз, а среди вас есть те, которые не один раз обжигались. Ох, как вам тяжело теперь поверить женщинам. Но как же душа хочет любить и быть любимым. Нехватка уже каких-то, знаете, может быть, даже такое состояние разочарования, может быть, ощущение нехватки жизненных ресурсов. И могут быть такие мысли, что я уже не готов кого-то завоевывать. Я не готов и не собираюсь ни за кем бегать. Вот в таком плане еще может быть у кого-то. И вы сами себя, ребят, загоняете такими мыслями в тупик. Поэтому у кого есть такие негативные мысли, недоверие тотальное, может быть, обратиться все-таки к психологу хотя бы, потому что вас затягивает все больше. И вы понимаете, вам и одному плохо, но и с женщинами вам очень тяжело сходиться. Так, что еще? Одиночество. Кроет одиночество. Одиночество кроет. Но тем не менее, ребят, те из вас, которые смогут все-таки побороть своего внутреннего дракона, назовем это так, кто из вас
сможет, может быть, саморазвитием заниматься, может быть, самоанализом. У всех это будет по-разному, да, не бывает одного шаблона. Вы сможете встретить женщину, с которой у вас будет настоящая, та самая большая и чистая любовь. Это женщина, с которой, может быть, начнется все, ну, казалось бы, с таких, с отношений довольно легких. Кто-то из вас может даже подумать, что да, это так, романчик, да, ваши сомнения. Вот сомнения, они вам не будут давать покоя, я думаю, еще длительный период. Но, казалось бы, эти легкие отношения постепенно будут переходить в довольно серьезные. И ваше вот это вот израненное сердечко, оно излечится с помощью этой новой женщины. Потому что настоящие чувства порой творят чудеса. Но я думаю, каждому из вас будет интересно, хотя бы в 2 словах, что же это за женщина. Давайте посмотрим, чтобы был какой-то ориентир. Ну, как я уже сказала, снова мне показано, что поначалу вы воспримете ее, ну, как женщину просто для отношений. Да? Вы не будете поначалу задумываться, что жить там с ней, жениться тем более, да, не будет таких мыслей. Да, у вас будет классный кекс, да, ваш Бобик будет доволен и будет визжать от страха, да, вот это я уже заговорилась, от страсти. Будут очень такие активные дни и ночи у вас, назовем это так, по-культурному, да. Познакомитесь скорее где-то ну, либо же это будет какая-то компания, либо это будет людное место, поскольку мы особо не привязываемся, это, ребята, общий расклад. Ну, то есть там вы будете не один. Может быть, какая-то там вечеринка, день рождения, может быть, где-то еще там празднество какое-то. То есть там будет толпа людей по-простому. Знакомство будет очень приятное, знакомство будет неожиданное для вас, особенно для тех, кто, ну, уже так, свесил лапки, Бобика уже там забетонировал в будке и все, и уже ничего не хочу, ничего не буду. Поскольку будут отношения, даже как-то в начале, они будут яркие, они будут цепляющие. Сомнения ваши будут идти параллельно. Ну, без этого никуда, да, вы, мальчишки, не умеете пока брать себя в руки. Особенно те, кто пострадал довольно сильно, и те, кто переживает, ну, до сих пор еще переживает, да, поэтому будет как-то, знаете, вот кайф с сомнениями будет переплетаться поначалу. Женщина моложе вас, женщина, с которой вам будет хорошо и комфортно во всех смыслах слова. С этой женщиной вы очень быстро найдете какие-то вот, может быть, одинаковые интересы, может быть, будут такие, знаете, разговоры цепляющие, когда можно говорить обо всем и ни о чем. Потому что вы прекрасно знаете, бывает, познакомишься с человеком, а он не может 2 слов связать, он не знает, он, ну, чуть ли не деградирует уже, да, ну, о чем с ним говорить, с таким человеком. То здесь будет совершенно другая ситуация. Причем вот вы будете чувствовать искренность этой женщины. Вот на каком-то интуитивном, на энергетическом уровне вы почувствуете, что она с вами честна. Возможно, у кого-то из вас раньше не было таких ощущений. Вы будете удивляться, вы будете, с одной стороны, радоваться, с другой, конечно же, ваш червячок сомнения никуда не девается. То есть, опять же, будут ваши вот внутренние такие качели. Я не скажу, что эта женщина прям такая вся белая и пушистая. Ну, идеалов не бывает, правда? Бывают такие случаи, когда она может по жизни вообще и за себя постоять, она может и зубки показать, но это бывает очень редко, это если ее очень чем-то зацепить, либо же если это будет касаться, ну, может быть, ее близких, да, если ее лично там кто-то обидит, то здесь она свой характер покажет. Могут быть какие-то у вас с ней, ну, не то чтобы поездки, это скорее будут, ну, такие вылазки на природу, может быть, да, те самые шашлыки, может быть, к речке, к морю, там, к океану кто-то пойдет, поедет, ну, то есть, кто где живет, кто что планирует. Природа, вот вы тоже на природе как-то сойдетесь, потому что вы оба любите природу и
ну, будет такое безумное желание у вас обоих просто уединиться ото всех. Вот куда-то на уикенд, на выходные, вот просто отовсюду, ото всех уехать, умчать и отключить все гаджеты. Состояние комфорта, состояние, когда тебе больше никто не нужен. Такое суперское состояние у вас будет с этой женщиной. Причем я вам скажу, что будут среди вас те, кому периодически будут, ну, как бы приставать, цепляться другие женщины. Но вы будете видеть, что эти женщины настолько несерьезны, настолько глупы, может быть, да, вот в каких-то своих проявлениях, в повадках. Опять же, мужчины все считывают энергетически. Придется даже кому-то из вас отворот-поворот давать женщинам, которые, ну уж слишком наглые, уж слишком назойливые. Будут среди вас те, которые захотят просто иметь романы, да, я вот рассказываю разные истории, потому что, ну, как бы это общий расклад, вы все понимаете. Те, кто захочет просто роман, он у вас будет. Он будет у вас столько, сколько, в принципе, вы захотите. В этих отношениях вы будете руководить, вы будете, ну, основной скрипкой, да, в этих отношениях. Вам будет достаточно, ну, скажем так, для здоровья, встреч для здоровья. Вы это примете осознанно, да, кто это захочет. Потому что для себя вот вы внутренне поймете, что я не хочу больше ни с кем жить. Я не хочу больше этого геморроя, грубо говоря. Я не хочу больше, не дай бог, что разочаровываться, да, вот, ну, то есть это будет осознанное решение, что вот вы будете довольствоваться просто такими отношениями, легкими, особо в душу не впускаете, Бобик счастлив, визжит от счастья, да, ну и у вас, в общем-то, душа спокойна, никто не выносит мозг, хоть и порой будет накрывать. Поэтому, мои хорошие, берите кому что подходит, на что вы рассчитаны, да. Но я так скажу, вот то, что я вижу по раскладу, конечно же, ну, наверное, все из вас хотят любить и быть любимыми. Это нормально. Просто есть среди вас те, которые настолько обижены, настолько разочарованы прежними отношениями, что вы больше, ну, не хотите пережить этой боли. Поэтому вы закрываетесь. Вы закрываетесь перед самим собой. Закрываетесь какой-то вот маской, я не знаю, стену ставите, да, только бы не разочаровываться. Вам некоторым даже страшно влюбиться. И вы это понимаете. Потому что если вы влюбитесь, опять же эти страхи, что снова могут вас предать. Поэтому вот такой был сегодня расклад, мои хорошие. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!